Добрый день, мои любимые леди. Зовут меня Луна. Рада вас приветствовать на своем канале Таро и Леди. Сегодня мы сделаем такой расклад карт Таро, гадание онлайн. Вот на такую тему. Что он осознал в разлуке? Да? Для того, чтобы расклад был, я думала почему-то, что это все понимают, но судя по комментариям, то скажу. То есть пока я тасую карты и говорю тему, пожалуйста, подумайте о загаданном человеке. Да? Можете проговаривать его имя, вспоминать его внешне. То есть это важно для того, чтобы расклад показал вашу ситуацию. Итак, что он осознал в разлуке? Давайте вначале посмотрим информацию о загаданном человеке, чтобы вы понимали, что это расклад именно ваш. Так как расклад Таро общий, не с каждым может резонировать. Так, смотрим информацию о загаданном человеке. Очень интересно. Сейчас все расскажу. Смотрите, первая карта нам говорит о том, что человек сейчас находится в ситуации, когда ему ничего не хочется. Это нельзя сказать, что прям глубокая депрессия. То ли у него ничего не получается из того, что он наметил, то ли он не видит перспективу, что из этих 4 кубков, которые ему предложены, он готов взять. То есть он находится в состоянии бездействия, вот полного. По сравнению с тем, что у него ранее было в жизни, он выбрал позицию такое ожидание, бездействие, смотрит сам, как повернется судьба. Мало того, он возвел вокруг себя все возможные заборы. То есть, возможно, это от вас забор, да, то есть отстраняется от общения всеми возможными какими-то способами, то ли игнорируют или просто не впускают в свою жизнь, даже там какие-то дружеские поползновения или там по работе вопросы, по общим детям, не знаю, по общим знакомым. Он вот гордо стоит, поставил забор, притворяется, что у него вот все просто очень хорошо. На самом деле карты Таро говорят о том, что вот он вообще не знает, что делать. Он отказался от всего. Не, ну что-то он там делает, то, что постоянное, а перспективы какие-то он не строит. И дальше нам говорят о том, что мужчина этот был, ну, карты Таро его показывают вообще императором. То есть у него, в принципе, было много чего. И император — это и власть, и деньги, ну, не буквально император. То есть когда-то у него было очень много всего. Ну, это, кстати, карта может говорить о том, что он чувствовал себя императором, да, возможно, это женщина, когда он был с вами, да, он чувствовал себя императором. Возможно, он по жизни себя чувствует императором. Знаете, есть такие люди, которые считают, что вот вся земля крутится вокруг них, и они там всем повелевают, и все должны им покоряться. То есть вот такой себе Наполеон небольшой он был. Ну, тут у нас выпала карта Верховной Жрицы, она прикрывает какую-то тайну, говорит о том, что было что-то тайное или будет что-то тайное. Это тайна связана с любовью, любовными отношениями. Это может быть как будущее его отношения, которое он скрывает, вот защищает, да, или сам себе не признается, да, что для него эти важные отношения, или прошлые, допустим, ваши отношения. Ну, он вот закрыл глазки, ну, как страус, да, засунул голову в песок, и нет проблемы. Да.
То есть он закрыл глаза или на ваши отношения, или на те отношения, которые у него есть сейчас, и сидит и не развивается. Так, ну, с мужчиной мы разобрались. Давайте посмотрим ваши отношения к загаданному человеку на данный момент. О, карты решили рассказать, прыгают. Так, девочки, смотрим ваши отношения. Ну, тут расклад, конечно, специфический. Я думаю, что убирать что-то из него, то, что я постоянно делаю в своих раскладах, ну, препятствия какие-то, если человек уже в разлуке, то есть это расклад о тех, кто уже не находится в каких-то отношениях, да. Ну, посмотрим, посмотрим. Может, что-то уберем, если он плохо о вас думает. Давайте думать, посмотрим в конце расклада, есть ли там над чем поработать вообще. Ваши отношения к загаданному человеку на данный момент. Так, смотрим ваши отношения к человеку на данный момент. Ну, несет вам он еще боль почему-то. Почему-то вы еще на него реагируете, хотя, в принципе, уже отошли, взглянули на мир другими глазами, да. Ну вот пятерка пентаклей говорит о том, что вы еще думаете, ну не то, что думаете, может вас кто-то подталкивает или периодически приходят эти мысли о том, что вам интересно приоткрыть дверь и посмотреть, что у этого человека там. Может, он изменился, может быть, просто посмотреть, что у него в жизни, может осознать, что у него как бы не все хорошо, и, ну, конечно, это не лучшие ваши мысли о том, что как ему будет плохо без вас. Ну, есть такие мысли. То есть вы постоянно хотите открыть дверцу и посмотреть, но, в принципе, нету движения в этом, вы больше думаете о том, что это сделать. Мир уже вокруг вас открылся для вас, то есть вы видите и перспективы, но все-таки вот плохие мысли периодически приходят и выбивают вас из состояния вот такого равновесия, вот такого движения вперед, каких-то перспектив, развития чего-то, да. То есть если он строит вокруг себя преграды, да, то вы правильно делаете, что открываетесь этому миру и ищете, ну, скажем так, улыбку этого мира и все хорошее от него. И то, что он императором себя чувствовал или чувствует, вот об этом связаны ваши плохие мысли сейчас, которые периодически проявляются в голове. А вот эти две карты мне, в принципе, очень нравятся. Это карта мага. Вы знаете, маг, он повелевает всем на свете, да. Это и финансы, то есть у него все 4 масти карт Таро. Это и пентакли, и жезлы, и мечи, и чаши. То есть вы пытаетесь гармонизировать свое состояние. Возможно, вы даже чему-то учитесь в этот момент, или просто молитесь, или показываете, что вы открыты для других отношений, для новой жизни, для новых перспектив. То есть вы почувствовали в себе единение всех
всего мира, да, вот мира, единения, то есть всех его аспектов. Вы наконец-то увидели зеленую траву, вы наконец-то услышали пение птиц, вы наконец-то услышали знаки судьбы там, о новых перспективах, новых начинаниях, о новых проектах интересных. Я не знаю, новое хобби, не знаю, новый сорт роз посадили, радуетесь этому кусту. И вы, карта королева кубков говорит о том, что вы пытаетесь найти гармонию с миром, и вы растете над собой, вы работаете над собой. Вы отходите от вот этих любовных отношений, его или своих, а приняли правильную позицию, что вам нужно работать над собой. Надо заняться своей жизнью, нечего заниматься этим императором. Был император, закончился император, судя по всему. Был император, вон он сидит в депрессии, и заборы строит, и непонятно, что с ним вообще происходит. Давайте посмотрим, что он думает о вас. Да? Давайте посмотрим, что он думает о вас. Давайте я сдвину. Так, чтобы вам все было видно. Что он думает о вас сейчас в этой разлуке? Ну, разлука это тут не может быть, конечно, и не только расставание, или бывшая семья, или бывшие отношения. Это может разлука показывать и отъезд куда-то далеко. Так, что он думает о вас сейчас? Смотрим, что он думает о вас. Так. Ой, девочки, сейчас расскажу. Вы знаете, хоть он там в апатии, все, он думает в общем о том, что он все-таки семью там или что-то, какой-то фундамент надо строить. Да, и вспоминает в этот момент о вас и хотел бы приехать, но думает о том, что у вас сейчас куча других вариантов. Это варианты и отношений, варианты какие-то могут быть, женихи, это и работа. Вот все, что мы говорили, для чего вы открылись, это все он видит, да, то есть он следит за вами. Он интересуется вами еще больше, то есть ему или кто-то рассказывает, или он там, я не знаю, в социальных каких-то сетях смотрит, или как-то выведывает информацию. И хочется ему, в принципе, приехать, да, хочется вот. Карта Верховного Суда выпала, это возрождение из мертвых отношений, да, с ним. Вот хочется на белом коне с письмом, с цветами примчаться. Ну, конь, вон, видите, вдалеке стоит, не садится он даже на него пока что. Потому что думает, что у вас все хорошо. Вот он думает, что уже второй раз в эту реку он не войдет. А если войдет, ну вот он хочет, да, то он уже не будет императором. Вы будете решать, да, потому что вы работаете над собой, вы уже другая. Вы будете в этих отношениях главные, вы будете принимать решения, вы эти 8 пентаклей держите у себя. У него он там что-то растит, непонятно что, и, возможно, для себя только. Давайте тогда уже, раз так пошло, раз он думает, я думаю, что все спокойно будет, посмотрим, будут ли какие-то действия от загаданного человека в будущем, да? И какие эти действия с добром, со злом. Люди разные бывают. Так, будут ли действия от загаданного человека к моей леди? Смотрим. Осознал он, видите, хочет быть обратно императором. Так уже не выйдет.
уже шансы свои прошляпил. Такого он не чувствовал ни с одной женщиной. Так, хорошо. Будет ли какие-то действия с его стороны? Угу. Прекрасно. Дальше некуда. Ну, смотрите, действия будут. Пятерка, восьмерка жезлов сразу говорит о том, что действия будут достаточно стремительные от этого мужчины, но они, во-первых, могут быть сексуального плана, да, во-вторых, ну, более такие агрессивные по льву, по обману как-то это все будет происходить, да, чтобы люди не видели, чтобы, не дай бог, кто из знакомых не узнал, что он там что-то хочет. Но самое худшее, что он хочет этими действиями принести боль вашему сердцу, окончательно разбить ваше сердце. Видите? Хорошо, давайте глянем. Вот этот паж жезлов, это он как паж, не как король, потому что ты король жезловый паж, или это вы? Давайте раскроем эту карту. Что это, о чем это? Почему так больно будет? Угу. Дьявол выпал. Ой. Так, сейчас я вам расскажу. Смотрите, он реально хочет увидеться с вами, какими-то способами связаться и рассказать вам какую-то информацию. Скорее всего, что эта информация, ну, во-первых, если выпадает дьявол, это ни к чему хорошему информация не приведет, да. И к тому же это может напомнить вам о каких-то ваших обязательствах, привязках, то, чем вы были объединены. То есть что-то в виде даже, может быть, шантажа, да, что он кому-то расскажет. Потому что следующая карта говорит о том, что каким-то людям он хочет это рассказать. Да, и ну вот совет карт, вот буквально, они говорят не идти на этот разговор. Ну, или идти на этот разговор, но готовый, да, то есть, ну, Таро, оно же сделано для того, чтобы предупредить, то есть не брать близко к сердцу. Если вы готовы, находитесь в таком гармоничном состоянии, чтобы его выслушать, да, и ваше сердце не разобьется. То есть карты Таро об этом предупреждают. Вы можете выслушать его. Но это будет что-то неприятное, что-то по обману. Ничего хорошего этот разговор, если вы, конечно, не воспользуетесь тем, что вы предупреждены, и не повернете этот разговор заранее в нужное русло, да, не дав ему вот так разбить ваше сердце, а наоборот разобьете ему, если вы готовы, чувствуете себя морально. Ну, предупрежден, значит готов. Ну, смотрите, девочки, я бы этот весь расклад оставила как есть и убрала бы только разбитое сердце. То есть, чтобы вы сами могли принять решение. Да, вы хотите этих разговоров. И уберу еще ваши плохие мысли, чтобы у вас было все хорошо, потому что все остальные карты положительные. Да, чтобы немножко очистить вас от дурных мыслей, дурных воспоминаний по поводу этого человека. Или вообще каких-то воспоминаний, которые нам приносят боль. Может, это и самые лучшие воспоминания встреч, там, близости, еще чего-то, да, но они вам больно. Уберем боль из этого расклада. А остальное вы предупреждены, да, сами справитесь. Вы понимаете, что будет происходить. Так, у нас прямо в раскладе выпала наша карта Верховного Суда и карта Мир. Так, девочки, кто меня знает, знает, что сейчас будет происходить. Мы убрали эти две карты из расклада.
Кстати, можете писать в комментариях, мало я убрала из расклада, что бы вы еще хотели, чтобы я убрала, чтобы я понимала, моя аудитория до какой степени хочет изменить отношения, да, ситуацию эту. И, возможно, я сделаю, ну, невозможно, естественно, я вас услышу, сделаю расклад, которым уберу по максимуму все. Мы уберем. Да. Так, видите, перемешала. Заговорилась. Так, мы сейчас будем обращаться к силам вашего рода, к высшим силам, к ангелам-хранителям. Прошу, чтобы вы сейчас помнили силы вашего рода, то есть вспомнили всех людей, которые стоят за вами, которые уже не с вами. Это очень мощная поддержка и помощь в решении всех проблем. Да? И вспомнили своего ангела-хранителя, если вы с ним на тонкой связи. Просто с силами рода мы всегда на связи. Так, сосредоточились, девочки. Вспоминаем того человека, вспоминаем те проблемы, разбитое сердце, да, плохие мысли, то, что мы хотим убрать из расклада. Обращаемся к высшим силам, к силам рода, к ангелам-хранителям. Пусть все хорошее беспрепятственно проявится в жизни у всех, кто смотрит это видео. Просим убрать все препятствия, которые показал расклад карт Таро. Просим, чтобы все мечты сбывались, чтобы жизнь стала счастливой, чтобы вы любили и были любимыми, чтобы всегда были деньги и чтобы их всегда хватало. Убираем препятствия по Верховному суду. Да будет так. Сейчас проверяем, не забываем писать для закрепления в комментариях. Спасибо, да будет так. Это говорит о том, что вы приняли и просите, да, высших сил и сил рода. Смотрим, получилось ли у нас убрать препятствия, точнее даже тут даже негатив, который показал расклад карт Таро. Ну, смотрите, прекрасно карты показали. У нас, во-первых, получилось. Во-вторых, у нас не только получилось, карты, расклад нам показал, что двойка пентаклей — это бесконечность выборов. Вы можете выбрать любой вариант развития. То есть карты говорят о том, что вы поняли суть проблемы для того, чтобы найти или будущего человека, или с этим что-то сделать, или просто уйти от этих негармоничных отношений к гармоничным в своей жизни, в своей семье, где угодно. То есть у вас есть выбор, как поступить. Так, девочки, все получилось. Значит, в комментариях пишем спасибо, да будет так. Ставим мне лайки, если вам понравилось. В принципе, это вообще, я считаю, как поздороваться, зайти на канал, лайк поставить. Ну, ставьте, когда нравится, хорошо. Если интересно вам, подписывайтесь. Ну, пишите в комментариях, как у вас проявился расклад. Мне очень интересно, как у вас произошло дальше, что там случилось с этим загаданным человеком. Я все читаю и отвечаю на ваши комментарии. Хорошего дня, безумно хорошей ночи. Спасибо, да будет так. Ваша Луна.